Привет! Сегодня нас ждет матч Румыния-Кипр на национальном стадионе Румынии. Я уже был на двух других стадионах Бухареста и еще на куче разных стадионов в Румынии, но на национальном еще не был. И решил, что надо это исправить, потому что не так уж часто там проходят матчи. Сейчас я в аэропорту Болоньи, потому что вчера я был на матче Италия-Молдова в Реджио Эмилии. И сейчас приехал в аэропорт Болоньи, чтобы отсюда улететь. Кстати, именно из этого региона Lamborghini и Ferrari. Вот мы видим этих красоток тут достаточно часто. 4:40 утра. Я, конечно же, еще не спал. В общем, день будет нелегкий, поэтому можете авансом накидать лайков, подписок, потому что стараюсь ради вас, чтобы вам было интересно. Вот там вот сейчас у ночи сидел, монтировал выпуск с финала Лиги наций. Погнали, вся эта аэропортная суета, секьюрити, чекины, гейты. Это все, как я понимаю, итальянцы, которые стоят в очереди за кофе. И вот в том заведении дальше тоже. Ну, хорошо, что я не пью кофе. Одной проблемы меньше. Раздобыл себе круассан за €60. Как для аэропорта топовое предложение. Круассан оказался настолько хорошим и вкусным предложением, что решено повторить. Лечу в Бухарест за 23 евро из Болоньи. Причем это я взял билеты недавно, это не какой-то там супер заранее купленный билет. Я, конечно, обожаю Ryanair за те возможности для путешествия, которые он нам дает. Ну, я обычно нахожу в самолет последним. А что эти люди все время стоят в очереди перед посадкой по несколько часов просто перед закрытым гейтом? Добро пожаловать на румынскую землю, аэропорт Enrico Nada, он же Otopeni. Я в самолете часик поспал, но до этого уже сутки не спал, поэтому этот мужик выглядит супер круто. Ну вот прям хочется сесть и вот тут уснуть еще чуть-чуть. Вообще я подумал, что они так классно лежат, чем я хуй. Вид какой. Я прилетел в 9 утра, а заселение во все места обычно с 2. Я решил чуть-чуть отдохнуть на подоконнике. Ребят, сейчас 4. Я, видимо, очень сильно был уставший. И, просто до подоконники как дома. И сейчас вот проснулся в 4, отвечаю на ваши комменты на ютубе. А с учетом того, что я в 6 утра уже улетаю, походу мне уже можно никуда и не заселяться. Подоконник мой дом. Виды тут шикарные, понимаете. Просыпаешься, уже в аэропорту, уже готов лететь. Но я сейчас пока лететь не буду, поеду на стадион. Если бы я был фанатом сборной Румынии, я бы уже прямо в аэропорту мог бы подготовиться к матчу. У меня есть минимум 2 выпуска со сборной Румынии, один с Евро, один это Украина-Румыния. Лучше не вспоминать тот день. И Румыния-Бельгия, вот там вот мне попался очень крутой фанат сборной Румынии, который продал мне билет за номинальную стоимость 60 евро, в то время как под стадионом все люди хотели 500 евро за билет. Очень хороший, добрый человек, вот прям с теплотой его вспоминаю. Спасибо ему за это. В Бухаресте я был уже не раз, поэтому отправлюсь сразу к стадиону. Вот вроде 100-й автобус, пересадочкой за 1:20 меня может довезти. Прямо в автобусе можно картой заплатить 60 центов. Аэропорт Otopeni просто находится за городом. Я в Румынии, на площади Румынии. В Бухаресте есть вот такие вот неухоженные здания, но довольно интересные. В целом у Бухареста достаточно забавная архитектура. Плюс помимо того, что тут есть что-то историческое, они еще и достаточно активно застраивают город. Когда-то Румыния была мощной империей и богатой, но потом она стала социалистической республикой. И снесли старый исторический центр, и появилось тут такое вот уродство. Появилось самое большое здание парламента в мире, которое построил Чаушеску. Бухарест, конечно, достоин отдельного выпуска, но в центре я уже был, поэтому я все же буду двигаться к стадиону. В прошлый раз я даже ходил на бесплатную пешеходную экскурсию по Бухаресту. Посмотрите, как интересно они тут вписали вот это старое здание, новое. То есть новое прямо поверх старого построено. Очень забавное сочетание социализма с империализмом. Но вот эти вот, конечно, граффити, которые рисуют, это ужасно. Я не понимаю, как так можно делать на исторических зданиях. Хотя, видите, какие-то они красят. И это я гуляю вот в каком-то обычном райончике возле центра. Это я иду от центра в сторону стадиона. Решил чуть еще пройтись. Мне просто постоянно интересно узнавать что-то новое. Я вот по карте смотрю, какой-то парк тут рядом есть, надо зайти посмотреть.
Но я думаю, вы поэтому тоже на моем канале, потому что вам интересно все время что-то новое узнавать. Сворачиваешь с основной улицы, и ты будто в другой мир попал. Дети развлекаются, молодежь играет в настольный теннис бесплатно, взрослые на скамеечках сидят. В общем, ну, пока Бухарест производит приятное впечатление, в отличие от других моих приездов. Знаете, видимо, с возрастом тебе какие-то вещи раскрываются. Как кто-то когда-то там не любит цветную капусту, а потом начинает любить. Вот мне начинает нравиться Бухарест. А может, просто город к лучшему меняется. Памятник супермам. Прикольно. Причем это как бы голый мужик держит супермаму на руках. Потому что вначале я думал, может, это мама держит ребенка, но нет. Ну и в целом здание, посмотрите, какое. Но это что-то новое, мне кажется. Хотя непонятно, вот. Это как старое с добавлением нового. Продолжаем изучать обычный Бухарест. Это памятник Сервантесу. Ну, почему бы нет. И зона отдыха. Ну, приятно тут посидеть летом. Пока иду к стадиону, меня сняла красивая румынка. Ну и что, я все еще одинок, меня можно снимать. Знаете, жизнь нас приводит в нужные места. Я голодный, и я думал, что в Бухаресте много разных ресторанов. Может, есть какой-то вегетарианский, но я не гуглил. Тут я иду по улице и вижу вот такую милую мордашку позитивную. Ну, наверное, это отсылка к Джону Леннону, возможно. И это вегетарианское заведение. Ну все, я не могу пройти мимо. Выглядит обалденно. Италия нас таким не балует. Тут есть борщ. Пюрешечка с такими шариками из чего-то нутового. Домашний лимонад. Вот Италия таким тоже не радует. Натуральный лимонад. И вот я сегодня говорил про цветную капусту. Как такое работает? Что я сравнил Бухарест с цветной капустой, и мне принесли блюдо, вот это их фирменное. Он говорит, вот попробуйте, это наше фирменное. Причем я не мог выбрать между вот этим и вот этим. Он говорит, я вам наше фирменное дам бесплатно, чтобы вы попробовали. И вот цветная капуста в Бухаресте, любовь которой приходит с возрастом. Хотя я все еще, честно говоря, цветную капусту не люблю, но может это блюдо меня переубедит. Тут как-то по-румынски атмосферно. Ну и раз мы вспомнили Джон Леннона, можем вспомнить его главный хит Imagine. Представь, что все люди живут в мире. Скажешь, что я лишь мечтатель, но я не один такой. Конечно, у всех людей из Восточной Европы слово борщ вызывает особый трепет, но это не тот борщ, к которому мы привыкли, это какой-то другой, румынский борщ. Знаете, кажется, я таки взрослею, мне начинает нравиться их цветная капуста. Заведение называется Bowls, у них вот такие шарики с нутом и халуми внутри. И вот это все, что вы видели, мне обошлось 100 лей, то есть 20 евро. Правда, штуку с цветной капустой мне, по-моему, подарили. Я оставил 10% на чай. Кстати, чаевые можно включать с оплаты картой. Но мне как-то неловко. Может, надо было за все блюдо заплатить? Ну ладно, он сам мне предложил их подарить. Ну, когда я еще заказывал, потому что я сказал, что 3 блюда мне слишком много. Он говорит, нет, вы должны попробовать, это вам будет подарок. Ну ладно, может, ему тоже приятно, что он сделал мне приятно. 1,5 часа до матча, видите, арена Националя. Доеду до стадиона на автобусе. Приближаемся к стадиону, можно обзавестись флагом Румынии. Вон уже виднеется национальный стадион Румынии. Но час до матча можно еще заглянуть в торговый центр местный возле стадиона. Мегамолл. Я только что полицейский начал что-то спрашивать. Я думаю, может, ему не понравилось, что я снимал. Говорю, по-английски говорите. Он говорит, да, конечно, вам надо чем-то помочь. Я говорю, нет, все нормально, спасибо. Ну, непривычно такое отношение со стороны полиции. Но люди прямо плотными желтыми колоннами двигаются к стадиону. И интересно, я когда был на матче Украина-Румыния, весь стадион был желтым. Большой, современный, крутой торговый центр. На втором этаже даже отдельный магазин для сборной Румынии. Видите, как тут любят свою сборную? Тут есть Zara, но не трехэтажная мужская, как в Милане. Вот это вот все, что вы видите, это вся Zara. Я все еще не могу решить проблему с кроссовками. Тут этой модели нет. Я заходил в Skechers, там есть похожие, но у них нет 45-го размера. В общем, отрастил я себе ножищу, теперь не могу найти обувь подходящую. Я в Он заходил, мерил, говорят, это самые сейчас удобные кроссовки. Но, вы знаете, мои вот эти Zara намного удобнее, чем то, что я мерил в Он. Ну, лично для меня. Центр крутой, тут еще можно было бы полазить. Видите, даже есть Cinema City. Я когда-то в Одессе ходил в Cinema City. Но 45 минут до матча, пора двигаться к стадику. Вот от таких скетчерсах я думал, но нет 45-го.
Просто для меня супер важен вопрос обуви. Вы видите, сколько я хожу, перемещаюсь в целом по миру. И я не могу брать с собой 10 пар. У меня должна быть одна какая-то обувь, в которой я могу бесконечно долго ходить. При этом, чтобы они так выглядели, что я могу их одевать и под джинсы, и под спортивные. В общем, универсальные бойцы надо и супер удобные. Но не так уж легко их найти. Вот этот момент приближения к новому стадиону, это всегда какая-то магия для меня. Как обычно, удивительно, справа большая толпа, прям очередь на вход. А слева все проходят очень быстро, хотя это просто, надо 2 шага вправо сделать, чтобы оказаться в этой очереди. Но все стоят туда, и мы приходим в одно место. Это будет мой 94-й стадион, даже легкое волнение есть. Можно еще пока по кругу обойти, знаете, чуть-чуть оттянуть этот момент. Круто, что матчи сборных всегда особо популярны у детишек, у каких-то футбольных школ. Там, конечно, основная входная группа. Интересно, что я пропустил. Мне все любопытно, потому что я зашел чуть-чуть сбоку. Может, еще увижу. Тут, как я понимаю, вход на центральные, дорогие, главные сектора. Вон там скайбоксы. И тут рекламная выставка Мерседеса. Вот Геленваген, мне, кстати, кажется, что это безвкусица. Извините, если вдруг кто владеет. Но я бы вряд ли себе когда-то взял Геленваген. Но в целом есть неплохие Мерседесы. Вон GLC, диплок слева. Майбах это, видимо, справа. Вообще для серьезных людей. Я небольшой эксперт, но это вроде бы EQS Майбах. То есть, походу, это электрический Майбах. Видите, уже тяжелый люкс перешел на электричество. В этих грузовиках обычно сидит команда, которая отвечает за трансляцию. И с помощью вот таких спутниковых тарелок картинка поднимается на спутники и потом попадает к вам. Тут фан-зона сборной Румынии перед матчем. Играет музыка. Надеюсь, она не закончится, пока я дойду. Когда вижу эти столы, я начинаю жалеть, что я прихожу на матч поздно и сам. Сейчас бы с кем-то бы с радостью поиграл бы в настольный. Не знаю, почему они в мексиканских шляпах, но может это румынские шляпы тоже так выглядят. Но очень круто и атмосферно. Когда идет толпа в черных футболках, сразу понятно, что это какая-то группа поддержки серьезная. Конечно, перед матчем можно прикупить атрибутику сборной Румынии прямо перед стадионом. Тут несется такой, видите, ножной экшен. Там забивают в девятку, либо в шестерку, как там она называется. Хлоп, чуть-чуть не хватило. Тут тусовка, видео и фото с маскотом. Вот такой вот милый румынский песик всех развлекает. Тут вам на щечках могут нарисовать флаг сборной Румынии. Футбольный дарт. У парня что-то не пошло. Оп. У девочки сейчас, давайте, верим в девочку. Нет. Женский футбол, он такой своеобразный, но в нем тоже есть свой шарм и красота. В общем, тут еще вот до горизонта, знаете, как говорится, миллион всяких развлечений, и это абсолютно правильно. Но я уже пойду к себе на трибуну, а то вдруг пропущу что-то важное. У меня, правда, с собой полный рюкзак, фаршированный всяким барахлом. Это может не очень хорошо сказаться на мой вход на стадион, но попробуем. Девочки стоят в отдельной очереди на проверку. Шел чисто на доверии, то есть он очень аккуратно, так почти не касаясь, проверил мои карманы, а у меня черный рюкзак на черной кофте с лямками под капюшоном. Поэтому, в принципе, он даже не заметил, что я захожу с рюкзаком, а я его чуть-чуть повернул в другую сторону. Так что прошли. И рюкзак, и пауэрбанк. Я, кстати, даже не прятал. Я обычно штур отключаю, пауэрбанк под телефон ложу, а тут прошел так. В общем, румыны умеют доверять своим фанатам. Это правильно. А фанаты все прибывают и прибывают. И такой тут вид этого постамента. Но я сегодня буду сидеть, по идее, где-то высоко. Вот у меня сектор С316. Мы сейчас с вами зайдем на арену, которая была построена в 2011 году как национальная. Вмещает 55 тысяч зрителей. И тут уже много чего происходило. И финал Кубка УЕФА, Лиги Европы, по-моему, и Евро. В общем, серьезный стадион. Но тут сейчас играет только национальная сборная Румынии в основном, потому что он огромный. Поэтому не так часто сюда можно попасть. И мне повезло, я сегодня тут. Опять смешно, на левом и правом входе большие очереди, а по центру никто не идет. Я по центру, без очереди зашел. А что, вход есть, никто не стоял. Очень быстро, легко зашел, легко засканировался билет. Мой билет сегодня стоит 10 евро. Приятно ходить на футбол,
на национальную сборную за такую цену. Но я собирал из последних билетов, потому что почти sold out. И я думаю, что сегодня будет более 50 тысяч, там, не знаю, 53, 54, что вот в продаже были считанные места. Стадион хоть новый, проблема стандартная. Большая очередь в бар. И я не понимаю, почему при проектировке не делают больше баров. Понятно же, что будут пиковые нагрузки. Я двигаюсь наверх, люблю высоко сидеть, далеко глядеть. Заходим на национальную арену Румынии. Мой 94-й стадион. И 3-й стадион в Бухаресте уже. Ну, он крутой. Мне нравится. Массивный, атмосферный. У него крыша есть. За 15 минут закрывается, открывается. Экраны. В общем, сделали как надо для людей. Играет Imagine Dragons. Вы можете посмотреть выпуск с их концерта в Милане у меня на канале. Очень крутой был концерт. И музыка у них классная. Thunder. А луна? Какая сегодня крутая луна. Видите, как она сочно висит над городом. На самом деле, я хочу пить. Я надеялся, что на втором уровне будут меньше очереди в бар. Но они тут как будто бы даже больше. Ну, видимо, придется умереть от жажды. И там дальше бар тоже, там очереди не меньше. В общем, с питьем проблема. Но 20 минут до матча, а все стоят. Тут опять играет Thunder, но уже от AC/DC. Кстати, у них будет концерт в Италии в этом году. Кто знает, может, попаду и для вас сниму. Круто, когда фанаты приходят подготовленными. Правда, тут проблемы с нумерацией. Такое ощущение, что моего места просто нет на стадионе. Но ничего, разберемся. Сборные выходят на поле. Румыния и Кипр. Отборный чемпионат мира. Групповой этап. Вначале звучит гимн Кипра. Ну, я, кстати, много раз был на Кипре. Симпатичная страна. Гимн Румынии в живом исполнении. Видите, девочка поет. Ну, видимо, какая-то местная звезда. Предматчевое рукопожатие. Но главное не отворачиваться от того, кому жмешь руку в момент рукопожатия. Начали матч! Один из стадионов, на которых я реально хотел оказаться. Ну, правда, было бы неплохо на игре побольше, но тоже круто почувствовать эту атмосферу. Сборную Румынии, кстати, тренирует Мирча Луческу, бывший тренер Шахтера, ну и не только Шахтера. И он один из самых титулованных тренеров в истории футбола, представляете? А Интер, кстати, будет тренировать бывший игрок сборной Румынии, Киву. Ну, он и бывший игрок Интера. Но многие сомневаются в этом назначении, ну посмотрим, каково это будет. Ну а Румынии я в следующем сезоне буду думать чаще, потому что Киву. О, вот такой вот перв был в форме футболки сборной Румынии. Ну, я думаю, это рекламная акция, видите, в первую очередь, чтобы показать спонсора. Но задумка хорошая, мне такие перфы нравятся. Внизу ультрас со знаменами. Но мне нравится вот этот с нефтяной качалкой на флаге. Ну, а почему бы нет? Первый гол от Румынии. Вот тут и ВАР был только что, рассматривали красную карточку для Кипра. Ну, минут 10, наверное, мы ждали, пока он посмотрит этот ВАР. Но Румыния забивает. А вот и второй от Румынии. Понятно, что Румыния на голову сильнее Кипра. 2-0 закончили первый тайм. Я, кстати, место свое официальное нашел. Просто не туда смотрел. Оно есть на стадионе. Ну, не самая удобная навигация. Готовимся ко второму тайму. А тут тоже горячо на трибунах. Румыния выиграла 2-0. Ну, крутая была атмосфера. У них такие, знаете, классные, активные фанаты.
в итальянском стиле. Мне вот иногда напоминали вот какие-то итальянские вот эти песни фанатские. Мне понравилось. После матча игроки запускают мячи на трибуны в подарок фанатам. Мне кажется, это тоже крутая традиция. Что такое мяч для клуба, ну, в деньгах, для сборной? А как приятно кому-то из фанатов поймать настоящий футбольный мяч, которым играет сборная Румынии с матча, которым она выиграла. После матча сборная Румынии подошла поблагодарить фанатов, ну и фанаты отвечают тем же. Видите, один из игроков даже разложил фанатское знамя на поле. Как я понимаю, это объединенный клуб Ультрас Триколора, ну то есть Ультрас сборной Румынии. Это классно, когда Ультрас, вне зависимости от клубных предпочтений, на матче сборных могут объединяться и все поддерживать сборную как один. Игроки уже почти все покинули поле, стадион уже почти пустой, а тут ребята еще с флагами, с барабанами развлекаются. Я думаю, это ребята не с Бухареста, а специально приехали из своего региона поддержать сборную. Ну, видите, в целом поддержка сборной состоит из множества маленьких подгрупп, но они вместе. Вон там группка побольше. А еще очень круто, какие тут деликатные стюарды. Стадион уже почти пустой, а мне дали посидеть, отдохнуть, поснимать. Потому что в Италии они любят только просвистели уже, все, уходите, уходите, быстрее, уходите. Тут нет, нормально. Ну, я ж быстро выйду. В чем проблема, что я один сидел вот на этом секторе. Надо выйти, я все, я ухожу. Я раз. Вот ассортимент местного бара. 5 лей это 1 евро. Ну, получается, все по 1 евро. Ну, народ расходится, праздник закончился, а луну затянуло облаками. Кстати, я, как и все, попал на стадион без проверки документов, в отличие от Италии. И ничего, все нормально, все живы, как-то можно ходить на футбол, не показывая свои документы перед входом на стадион. Что нас ждет дальше? У меня в 6 утра вылет дальше, поэтому поедем сейчас чуть погуляем в центре, наверное, и оттуда отправлюсь в аэропорт. Жилье нет смысла искать, потому что, ну, мне там в 4 уже, условно говоря, надо быть в аэропорту. Сейчас почти 12, пока доеду. Ну и вообще я нормально выспался сегодня на подоконнике в аэропорту. Я после матча тоже своего рода футболист. Видите, как могу? Оп, оп, оп. В таком вот магазинчике явно с большой наценкой. Взял лимонадик себе за 3 евро. Но, видите, продукт Румынии, лимонад, надо попробовать. По Бухаресту гоняют ночные автобусы. Можно без проблем доехать и в аэропорт, и в центр. Но это что-то не остановился, полный что ли. В общем, на ваших глазах всю толпу прокинул ночной автобус. Видите, люди даже полиции жалуются. Следующий через полчаса, по-моему. Я бы, конечно, мог пешочком пойти пока в сторону центра, но я подумал, что это хороший знак, что надо посидеть, помонтировать для вас выпуск вчерашний с Италии. Вот так, в таких условиях. Сижу, монтирую. Тут еще меня полиция охраняет по кругу. Но вы давайте, не забывайте лайкать, подписываться. Как вы думаете, остановится или снова нас всех бортанет? Не останавливается. Я в центре, в темноте вид так себе, но перед вами самое большое в мире здание парламента. Ну, просто чтобы вы знали этот факт про Бухарест. Чаушеску построил. Снес для этого половину старого центра. Случайная надпись на мосту Бухареста. Погружаемся в старый центр Бухареста. Ну, по прошлым воспоминаниям, это не лучшее местечко. Из экскурсии помню, что это площадь, на которой сочетается очень много архитектурных стилей. Вот там социализм, условно говоря, империализм, что-то историческое. Такая самая, по-моему, старая церковь Бухареста. Тут вообще что-то такое, видите, в таком стиле, более восточном. Это один из самых старых ресторанов Бухареста. Вот эти воспоминания приятные. А дальше, я помню, тут какие-то девицы не самые приятные, прям насильно хватались за руки, пытались чуть ли не затащить в стрип-клубы. И ко мне подошла какая-то, ну, очень не очень проститутка и прям уговаривала меня воспользоваться ее услугами. Нет, ну я не приветствую такое. А вот такое вот приветствую. Причем я той проститутке говорю, ну меня девушка дома ждет. Она говорит, да ничего страшного, у меня квартира тут рядом, идем быстренько. И вот идешь ты по старому центру Бухареста, и тут видишь такую дверь. Видите, тут какое-то агентство, в котором гарантируют трафик, какие-то выплаты гарантированные. Ну, догадываетесь, да, чем занимается это Вельвет агентство? И это вот они не скрываются, это прямо центр Бухареста. Если кто не понял, это агентство ищет моделей для видеочата.
догадываетесь, да, что это за видеочаты? Просто по этому всему освещению догадываетесь, что вообще тут несется по пятницам и субботам. Такое есть в Бухаресте. Я по Одессе помню, что возле этого заведения никогда не пусто, когда она работает. Ну, правда, я не его клиент, но выглядит аппетитно. В общем, у меня сейчас за спиной стрип-клуб, а я стою, медальки изучаю, монетки. Ну, мне тут точно интересней. Я вот уверен прям на 100%. Вот она, мне кажется, одна из самых суровых улиц Бухареста. Но я так люблю пройтись, чисто напомнить себе, что я это все не люблю. Вот, прямо, видите, две задницы у вас в кадре голые. А чуть-чуть в стороне, видите, уже такое серьезное имперское наследие. Ну и там дальше, видите, интересное здание. Тут и музей есть. В общем, Бухарест — это город контрастов. А я люблю контрасты. Вот, ну, тут прям большие контрасты есть. Поэтому я бы мог еще проводить время в Бухаресте, но меня ждут великие дела, поэтому уже скоро я отсюда улетаю. Знаете, погуляли в Бухаресте и хватит. Во-первых, тут у всех этих клубов очень навязчивые промоутеры. Ну, за это им, конечно, респект. Вот я скромный человек, ну, мне тяжело с незнакомыми людьми бывает саму заговорить. Они прям сами ко всем подходят. Им говоришь, нет, я не хочу в клуб. Они такие, нет, ну послушай, дай мне минуту, я тебе объясню, почему ты должен пойти в наш клуб. Но я хочу поесть. Давно я не ел у греков, наверное, во всех этих турецких штуках я чаще бываю, а у греков надо поесть. Там сейчас готовится мое халуми на гриле. Ну, вообще, я люблю очень греческую кухню. Я когда приезжаю в Грецию, я так наедаюсь, мне так нравятся греческие салаты, халуми, вся эта их еда. Вот этот великолепный гирос с халуми и водичкой вышел мне 9 евро. В общем-то, среда, а в переулке за моей спиной такая концентрация людей, что я там еле прошел. Хватит бесцельно гулять по Бухаресту, пора ехать в аэропорт, монтировать выпуски. Я теперь такой деловой, всегда есть чем заняться, помонтировать выпуски. Вот какой-то румынский Михаил, вот одесский Михаил. Как вы думаете, кто более занят? Конечно, я. Что этот просто на постаменте стоит, а я тут мотаюсь, видите? Каждый день новая страна. Кстати, 4-я страна за 4 дня у меня сейчас, по-моему, будет. А у меня было 6 стран за 7 дней, что-то такое. Ночной автобус в аэропорт. Приятно ездить в аэропорт за 60 центов. В Милане поездка в аэропорт мне обходится 15 евро. В Бухаресте 2 аэропорта. Ну, я, правда, всегда в этом Отопенде, он международный. Но вдруг где-то будете лететь, проверяйте, чтобы случайно не приехать не в тот. Знаю, людей бывают случаи. Снова аэропортная суета. Буду сейчас сидеть, монтировать видео в аэропорту Бухареста. И это достаточно символический момент, потому что, получается, скорее всего, сегодня был мой последний матч в июне. А это означает, что вот сейчас заканчивается мой футбольный сезон 24-25. За этот сезон я посетил 202 матча. Сейчас уже, я мог бы сейчас еще ехать на молодежное Евро, но пока хватит футбола. Я еду на день рождения к другу в Кишинев. Вот отсюда я сегодня лечу в Кишинев. Потом я еще еду на одно день рождения в другую страну, где теплое море и вкусная еда. В общем, спасибо, что вы были со мной во время этого футбольного сезона. Понятно, что дальше тоже будет футбол. Я, может, и в июне что-то найду. Вряд ли, конечно. Понятно, что в июле, может, будут какие-то квалификации Еврокубков. В августе уже начнутся регулярные сезоны. В общем, футбол будет, но пока у нас 2 месяца плюс-минус без футбола. Но мне нравится снимать влоги. Я знаю, что вам не только нравится футбол, что вам в целом интересно наблюдать за путешествиями, за жизнью. Поэтому, скорее всего, я буду продолжать делать влоги. Если вам интересны не футбольные влоги, напишите комментарий, там поставьте плюсик, что-то, какую-то реакцию. Ну, лайк, само собой, я надеюсь, вы уже давно поставили. И буду снимать что-то без футбола. Вот, например, в следующий выпуск, скорее всего, будет мой полет в Кишинев и первый день в Кишиневе, и про жизнь в Кишиневе. В общем, я надеюсь, что будет интересно. Всем спасибо, до новых встреч!